Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Наступает лето. Можно, как всегда, снова не поехать в отпуск никуда. Займемся разбором блоков, которые мы шили чуть раньше. Для работы возьмем 4 квадрата контрастных цветов. Темное, светлое, размером 30 на 30 сантиметров. Нарисуем диагональ. Соединим попарно и заколем булавочками. Строчку будем прокладывать по обе стороны от диагоналей. От качества строчки будет зависеть качество всего изделия. Длину стежка делаем маленькой. Строчка должна быть плотной и крепкой. В этом блоке будем много резать, и станет обидно, если детали расползутся. Закрепки делаем обязательно. Цвет ниток возьмем нейтральный. Учимся шить экономно и быстро. Отшили одну деталь, нитки не обрываем, переходим к следующей. Детали проутюживаем, а потом у отшитых деталей отрезаем торчащие уголочки в местах швов и разрезаем их по диагонали между швами. Разворачиваем детали правильно. Светлая часть внизу, темная сверху. При таком способе все припуски на швы остаются на темной стороне, и на светлой ничего не просвечивает. Из двух больших квадратов 30 на 30 сантиметров получаются два двухцветных квадрата размером 28 на 28 сантиметров. Попробуем поработать с таким разворотом квадратов. Для удобства работы с правой стороны, с края, нарисуем вспомогательную линию. Она нужна просто, как ориентир, чтобы потом не заблудиться и не запутаться. Расчертим наши детали на полоски шириной 4 сантиметра, а потом разрежем. У нас получится 7 полосок. Ну а теперь начнем выстраивать рисунок. Я решила, что во всех блоках начинать будем с бирюзовой полоски. Расположим ее внизу. А с правой стороны наш ориентир – нарисованная линия. Полоски складываем попарно и прошиваем. Дошили до конца, переходим на кусочек вспомогательной ткани. Отшитые детали разворачиваем, тщательно расправляем швы ногтем и присоединяем следующую деталь. Я очень тщательно все показываю, рассказываю и раскрываю все секреты. Недавно с большим удивлением узнала, что все эти хитрости пошива люди изучают на платных курсах. И уверяю, что там с большим вниманием ловят каждое слово преподавателя, и никому даже в голову не придет критиковать голос мастера. Полученную заготовку надо тщательно отпарить, отутюжить. Утюгом старайтесь работать аккуратно, чтобы ничего не деформировать. Портной гадит, утюг гладит. Главное не перепутать. Размер получился 28 на 36 сантиметров. Заготовки получились чудесные. Их все можно объединить в одно полотно.
Но они настолько самодостаточны, что, наверное, правильнее будет каждую оформить в отдельную вещь. Для этого приготовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, холстопрошивное полотно, цветная лоскутная часть. Сколем их булавочками. Чтобы стежка получилась красивой, ровной и без перекосов, надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. У меня обычная бытовая швейная машинка. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Стежку делаем простой прямой строчкой в шов. Лапка самая обычная. Все линии стежки делаем в одном направлении, сверху вниз. У меня несколько заготовок, работаем сразу со всеми. И еще самый первый шов делаем по центру, а потом движемся к краям. Простеганные детали тщательно проутюживаем, промеряем, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Остается только обработать открытые срезы. В нашей заготовке прямые углы, поэтому край обрабатываем простой прямой полоской ткани шириной 4 сантиметра. Как это делать правильно, постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Этот способ работы описан в советских учебниках по шитью. Бейку пришиваем к лицевой стороне. Потом мы ее отгибаем на обратную сторону, дважды подгибаем и пришиваем. Шов прокладываем в шов по лицевой стороне. Он потом будет закрыт наплывающей тканью, и его не будет видно. Конечно же, лучше сначала сделать наметку иголкой с ниткой. С обратной стороны все получается чисто и аккуратно. И готовы замечательные ланчматы, сервировочные салфетки. Сейчас стало модным в сервировке стола использовать такие подложки. Думаю, что в каждой семье есть любители пить чай около компьютера. Бороться бесполезно. Проще нашить такие ланчматы, чем оттирать от стола пятна от кружек. В общем, вы догадываетесь, что ничто так не бодрит по утрам, как чашка кофе, пролитая себе в постель. Ну что, ставьте классы, пишите комментарии, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Заходите на платформу Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!